привет! Здесь будет расклад для вас на тему любовь и отношения. Я сделаю расклад на картах Таро или Норман и Кипер, на всех ваших любимых колодах, на тех колодах, которые говорят правду, смотрят очень глубоко. Хочу напомнить опять, я всегда говорю только то, как мне открываются карты. Вот эти Таро будут задействованы. Это золотое Таро модерного искусства, а также Ленорман от Чиро Маркетти, две колоды Ленорман, вернее, Ленорман и Кипер. Это один и тот же автор, и они тоже очень четко смотрят. Итак, что же сейчас происходит в жизни того человека, который вас волнует? Я очень часто читаю комментарии, вернее, 3 раза в день, утром, днем и вечером. И всегда я выбираю в комментариях то, что требует ответа вот очень сильно. И атмосфера такая, что многие люди любят тех, в которых они сомневаются. Поэтому Таро показывает то, чего не видно, и смотрит вглубь мужчины. Он часто не открывается, к сожалению, потому что или не хочет, или сам не знает, что у него внутри, никогда вовнутрь не заглядывал и даже не знает, что существует вот этот внутренний мир, неопознанный, неопознанный внутренний мир, неопознанный объект, кстати, это внутренний мир человека. И Таро часто показывает нам то, что мы не можем увидеть без Таро. Здесь видно будет немного стол, да? Так будет видно немного стол, мои дорогие. Потому что мне очень важно, чтобы вы видели карты. Я показываю их всегда крупным планом. Вы можете дочитать, или это наоборот идет? Такое бывает тоже. Написано «люби всегда» и «люби жизнь». Love like crazy. Это переводится, в общем, свободный перевод, конечно, только с любого языка, потому что другой язык, другой менталитет. Ну что ж, я начинаю. Итак, Таро готовы, Ленорман сейчас будут готовы и Кипер. Я хочу вам предложить, это, кстати, дополнительная карта имеет колода. Я хочу вам предложить выбрать колоду, если есть желание. Можно посмотреть несколько раз и всегда выбрать разную колоду, и вы получите, конечно, разные ответы, потому что, как любой язык, разный язык – это разный менталитет, точно так же разная колода – это разная система, разный менталитет. Чувствуя мысли мужчины и его действия, основные вопросы такие. И что у него сейчас происходит? Вначале я посмотрю, я буду карты прогрессивно использовать, то есть и те, и другие, и третьи, чтобы вы не скучали, чтобы вы могли, если выбрали колоду, получить советы от выбранной вам колоды, и чтобы тоже подсказки от той колоды, которую вы не выбрали. Кто он по мнению высших сил? И тоже кто вы, будет следующая карта. Но он, по мнению высших сил, это тройка пентаклей. Он очень амбициозен касательно заработка, очень амбициозен. Он хочет хорошо зарабатывать. Ему кто-то внушил, что мужчина должен, и, наверное, правильно внушил, в принципе. Любой мужчина должен, конечно, как любой человек, реализоваться в этой жизни, а значит и стремиться реализовать свои способности личные, то есть заработать, предложить то людям, что им нужно, уметь найти то, что нужно людям, и это должно быть соответствие с тем, что он умеет лучше всех других. И тогда он очень хорошо заработает, этот мужчина, которого вы сейчас думаете, о котором. Но тройка пентаклей, высшая сила ведет его, что он может в 3 раза больше зарабатывать, чем он зарабатывает в момент вашего просмотра. В 3 раза больше, мои дорогие. Вот такая вещь. Это очень хорошо. Итак, кто же вы, по мнению высших сил? Смотрите, вы сражаетесь с чем-то или с кем-то. То есть я здесь вижу немножко, несоответствие. С одной стороны, он человек, в общем, больше оптимист, наверное. Сейчас я подвину немного. Он человек больше оптимист, а вы нет. Вы даже готовы в жертву себе принести или же сказать ему правду матку, даже ценой того, что он на вас обидится. Вы готовы ему сказать эту правду матку любой ценой, понимаете?
Задайте себе, пожалуйста, вопрос, зачем вам это нужно? Почему вы ему в 101 раз говорите то, что уже и так говорили, и он, может быть, понял или не понял? Не в этом суть. Потому что это ведет к конфликту. Высшие силы вас видят, как вы сами, в принципе, ну вот такое выражение некрасивое, идете на рожон, да, зная наперед, что да, это правда о нем, это правда, это чистая правда, то, что вы ему уже не однажды сказали, и у вас опять на языке. Но он уже это от вас слышал. Если он до сих пор не понял или до сих пор не сделал выводы, то какой смысл пробовать опять и опять ему объяснить, как вы чувствуете, как вы думаете, как он вас обидел сильно? Да, действительно вас обидел, но это ничего не даст, это только будет вызывать конфликт. А, конечно, если с человеком мы конфликтуем, то получается, что он и мы все время сомневаемся, правильно ли мы делаем, что мы в этих отношениях. Вот так высшие силы видят вас как туз меча. Человека, который сам себе враг. Ну, делайте выводы. Может, это и не вы. Может, это просто выражает ваш тонкий ум. Потому что мечи иногда показывают просто умного человека, коим вы и являетесь, очень сообразительно, вы умнее мужчины. Мужчина только умеет вот зарабатывать деньги, может быть, пока не умеет, но будет уметь, то есть физический труд. А у вас умственный труд. Вы талантливая, что касается умственного труда. Ну, как любая женщина, ментальный фон, любая женщина в разы талантливее мужчин, часто, что касается сообразительности, да. Вот. Часто так бывает. Я не категорична, я говорю то, что мне выходит в каналах карт. Итак, его чувство к вам очень разнообразное, потому что это карта семерка меча. Очень разнообразное чувство у мужчины к вам. Он может быть и подозрительным, он может быть и агрессивным, потому что это все-таки мечевая карта. Он может сопротивляться, потому что знает, что вы часто правы. Он может быть и двуличный по этой карте, и сам подозрительный, и сомнительный, и не понимает вас часто, не доверяет вам. Эта карта очень сложная, чувство у него очень противоречивое. У вас есть прошлое. И это прошлое часто связано с тем, что вы пытались до него достучаться, так сказать. Да, вот у нас есть эти выражения, давайте немножко уходить от них, потому что если мы их применяли раньше, они не работали, то они вряд ли сработают и в будущем. И достучаться до него, ну, не нужно, в принципе, ни до кого достукиваться, если человек уже слышал это от вас много раз, вы не достучитесь до него, он все равно не поймет. Может быть, он груб в своих чувствах, вот у него грубые чувства, у него нет таких филигранных, тонких чувств к женщине, а часто грубые чувства. Такое я вижу. Двуличный человек, да. Да и вообще, кстати, вот вас обижал не раз, если высшие силы видят вас как туз меча. Если мы видим его в чувствах как мечевая карта, и вы как туз меча, то да, мужчина вас часто обижал. У некоторых это проиграется. Но знаете, мужчина имеет способность, не зря же вы его полюбили, да, он имеет способность быть лучше, или зарабатывать лучше, или быть лучшим партнером, но у него нет культуры общения, потому что вот это означает нет культуры общения, мои дорогие. Это его характеристика. В общем, он не подарок. Он далеко не подарок. Его мысли, ну, он хочет освободить мысли. У него мысли часто очень напряженные, потому что вот если я эти карты вместе читаю, чувствую мысли. По четверке жезлов он очень хочет освободить мысли, освободить себя от напряжения в мыслях. Вот так получилось у него, да? Что у него сердце бывает жестким, ожесточенным, а в мыслях у него сумбур, потому что он хотел бы регулярных каких-то, знаете, таких стабильных мыслей. Он слушает часто негативных людей, он легко ведом негативными людьми. И он сам постоянно в качелях. Будем мы вместе, не будем мы вместе. Иногда он просто наплевательски относится и говорит, да мне уже все равно, я уже надоел от этих разбирательств, выяснения отношений. В мысли он хотел бы свои привести в порядок. У него часто огненные мысли.
Поэтому у него как бы взрыв мозга идет, да. Жезлы – это огненная масть. Может быть, он относится к к огненной стихии. Какие-то планеты у него есть в огненной стихии. Это во Льве, в Стрельце или в Овне. Что-то там у него есть. У него мысли часто взрываются по огненной карте, и он находится в таком состоянии напряжения, он хочет расслабить мысли. Но у него как обступили эти его мысли с 4 сторон. 4 огненной стихии, 4 жезлов, такие напряженные мысли у него. Паж Пентаклей, что у него сейчас происходит? Это эмоции. Пентакли всегда эмоциональные карты, потому что такая молодая энергия, когда человек ищет, хлопочет, не может принять решение, волнуется, переживает. Да, может быть агрессивен к деньгам, может быть агрессивно тратит, то есть необдуманные покупки, необдуманно вообще с деньгами, у него деньги сквозь пальцы уходят. Его жизнь не научит, но нужно, чтобы прошло время. Тройка Пентаклей говорит, что будут какие-то успешные или контракты, или же выполнение обязательств со стороны начальства, или же у него будет лучшая работа. Это хорошая карта тройка Пентаклей, но этого нужно ждать, если вы готовы с этим мужчиной ждать. Потому что Паж Пентакли – это тот, который, знаете, на себя любимого не жалеет денег, а вообще жадный на других людей. В общем, вы попали на человека, который немножко зациклен на деньгах, на достатке. Многие из вас попали на такого человека, судя по этому раскладу. Вот, и он вам, может быть, приносит боль, связанную с финансовой какой-то нестабильностью, с финансовыми какими-то проблемами, задачами, может быть, ссоры из-за денег или ссоры из-за наследства. Мы иногда видим ссоры вроде из-за денег, но там глубоко еще чувства задержаны, а чувства у него очень часто противоречивые по 7 меча, очень противоречивые, и у него грубые чувства, ему даже стыдно их. Он такой грубый в своем мироощущении. Может, у него даже насилие над собой есть, потому что 7 меча – это когда он держит мечи не за рукоятку, а за лезвие. То есть это такой self-abuse, когда он сам себя, может быть, часто или корит, или ранит, и сам к себе высокие требования ставит, требования эти он не может выполнить, и поэтому может быть какая-то привязанность от этого. Да, такое может быть. Я сейчас возьму карты, 2 карты на совет и на вообще как бы все идти, развиваться у вас в отношениях с этим человеком. 1. Мы с вами не видим эту карту. Вот она, кстати, да. Это 1. И вот 2. Мы посмотрим советы потом. А сейчас я хочу перейти на другие карты. Вот эти 2 совета мы посмотрим с вами потом, с вашего позволения, да. Я хочу перейти на Кипр вначале, а потом на Ленорман. Вот еще посмотрим разок его, да, на других системах. Да, вполне вероятно, что он хотел приехать, хотел выполнить обещание, или он заболел, или родня заболела, или на работе оврал, или еще что-то. Но вот письмо от него вы получите, или вы уже получили письмо. Где-то задержка какая-то идет, связанная с тем, что он, может быть, еще пока не сумел достичь того, что он вам обещал. Его чувства. Мужчина сам вышел на чувства. Ну, конечно, эгоист выходит. Когда выходит сам человек на чувства, он часто эгоист. Что еще о чувствах мы хотим узнать? Toil and labor, то есть это его работает над собой. Мужчина, может, прошел какой-то курс роста, персонального роста. Понимаете, те люди, которые работают над собой, они теряют время, потому что нужно делать то, что получается, делать то, что можешь, делать это с удовольствием и не терять время на всякие курсы по персональному росту. Это тот, кто такой курс проводит по персональному росту, вы ему даете возможность финансово вырасти. Мужчина, может, прошел курс по персональному росту. Зачем он это сделал, он сам не знает.
Но это всегда прокрастинация, это всегда перенос, это всегда человек, который проходит такие курсы, просто теряет время зря. Может быть, что он оправдывается, что очень много работы. Посмотрите, какая карта, да, авральная карта на работе аврал, да, посмотрите, сколько работы. Ну, эта фигура, неважно какого фона, это вот его фигура. Это он у станка какого-то рабочего работает, говорит, на работе аврал, не могу сегодня прийти. На работе завал, взял работу дома делать, подработку взял, нужно платить там. И если вы встречаетесь с ним, он может это использовать как excuse, как оправдание. И часто человек делает это не со зла. Вот мы забываем, мы думаем, что раз он врет со зла, часто человек просто так устал психически от самого себя, что он вот это вранье у него, чтобы как-то прийти в себя отдохнуть. И он опять идет к бокалу, что на самом деле яд. Он идет опять к своему гаджету и флипает этот Инстаграм, еще хуже, ТикТок. Почему говорят ТикТок, скажите? Не знаю. Ну, если говорите тик-ток, пусть будет тык, от слова тык, да, научный тык или тик-ток. Это платформа по-английски, потому что говорит тик-ток. Хотя говорите так, как у вас говорят в регионе, чтобы вы не выглядели странно. Ну вот тик-ток пусть будет. Это тик-ток или говорят YouTube. Хотя тюбик, от слова тюбик, YouTube. Но это не важно. Может быть, у него на YouTube он смотрит какого-то человека, который матом кроет постоянно. Был такой, помните? Потом его взяли, забрали куда-то, теперь выпустили. Как же его зовут-то, господи? Лёлики-болики. Я как-то один раз 2 минуты послушала и подумала, вот это ужас. И 2 миллиона подписчиков. Вот такое у людей внутри, значит, такое любят. Ну, конечно, имеет право на свободу выражения, но ваш мужчина, может, любит мат. Он может быть материться очень грубо, что много работы. Дорогие мои, я никогда не отвлекаюсь, я по делу говорю, что это означает карта. Вот это и есть, это TikTok, Instagram, такие каналы, которые, в общем, работают на низменных эмоциях, типа матерщина всякая и такое все, или же издевательство, пранки всякие, да. Человеческая натура, она такая, к сожалению, очень часто бывает. У этого мужчины это избегание, он, наверное, вот это листает, смеется там себе в туалете, сам наедине с собой, а с вами написать послание вам 2 слова «люблю», встретимся, что не хватает у него на это ума или сил, пишет, ой, занят. На самом деле он не врет, он занят, у него мозг занят вот этим, у него busy мозг, занят мозг, у него в мозгу идет эта постоянно ущербная лента, мыслекрутка, которая сожгла его мозг, и он его не может остановить, эту мыслекрутку. Я здесь не вижу другой женщины. Я здесь ее не вижу. Если вы думаете, что у него другая женщина, я здесь не вижу другой женщины. Вот по штампу какому-то живет, да? Вот у него штамповые выражения. Вам уже надоели вот эти штамповые выражения. А потому что он в denial, он отвергает жизнь. У него вот это вот, понимаете, он не виноват, у него monkey brain, у него мозг обезьянки, потому что вот идет эта лента, он не может выскочить из колеса белки. Он, конечно, да, это безобразие, но, к сожалению, сейчас те, которые и раньше это делали, они продавали вот это вот, что спиртное в магазинах, вот и так далее. Спиртное – это самое страшное. Раньше тоже это было, дорогие мои, только сейчас вот это все более изощренное, в ТикТок или ТикТоке такое все, да. Да, мужчина попался, он попался, да? Ага, знаете, я попала на что? Попала на такого мужчину? Нет, я не попала. И всегда можно сказать нет. Меняться не получится. Я еще раз говорю, я эзотерик. Что значит меняться? Это значит тебе сказать, я там ущербный. Нужно искать в себе новые пути, по-новому начинать жить. Но себя менять не нужно. Да, нужно быть собой в ладу. Мужчина с собой не в ладу. Это despair карта называется. Да? Despair. Переводится как отчаяние. Вот отчаяние его берет.
Он попался в эту мыслекрутку, в этот обезьяний мозг. Он попался, что он верит негативным мыслям. Это здесь пропаганда идет чего-то. Кто-то что-то ему пропагандирует, навязывает, делает такую бомбардировку. Сейчас эта бомбардировка, она связана с ущербными установками, ущербной пропагандой. Такое идет, а это уже по-другому. Теперь уже там не этот Петька, который с Чапаевым ты делает, а это делает тот продавец, который ты навязывает что-то, или же этот мат, или вот это все. Это теперь через медиа этот сатана же может еще больше. И мужчина попался. Он попался на это все. Ему бы вам написать, он говорит, да нет времени, не могу. Он сам в туалете сидит. Вообще мужчины часто на своем этом телефоне и не может остановить манки. Попался, да. Только Кипр открывает. Кипр же это у нас 19 век, но посмотрите, как актуально. Почему актуально 19 век сейчас? Потому что это не слова, это символы. Символы, они очень обтекаемые, они очень актуальны. Вкладываться нужно в себя, конечно, да, вкладываться в себя. Если вы чувствуете себя одинокой, здесь не мужчине дело, здесь вы вкладываться должны в себя. У вас есть путь. Вот эта карта вас показывает. У вас есть путь к свету, видите? Это ваш лес, это ваше подсознание, то, чего вам не видно. Вот это я и говорю, у вас есть путь. Не нужно себя менять, нужно новые дороги в своем мире начинать посещать. Какая вы новая вот в другом цвете? Вот смотрите, у меня сегодня новый худи. Как вам? Напишите в комментариях. Новые дороги в своем мире. Я сегодня села в другом месте для вас сделать расклад. Я, когда медитирую на расклад, я говорю так: Вселенная, дай мне незамыленное мышление, чтобы я могла четко считывать информацию. Вот я вам считываю информацию. Откройте себя для себя заново, добейтесь какой-то финансовой свободы, финансовой независимости, чтобы вы от мужчины не зависели напрямую, потому что те, от которых вы зависите отпрямую, будут вами руководить. У мужчины замыленная голова, полностью, смотрите, какая у него голова, видите? Затуманенная информацией третьих лиц, это может быть вплоть до его бывшего, его начальника, его детей от первого брака или ваших общих детей, замыленное мышление, которому он доверяет не тем мыслям, которым не следует доверять. Уже миллион раз повторяюсь, что мысли не нужно контролировать, нужно проверять, здравое, нездравое. Это вот как вы ленту ТикТока листаете. Я, кстати, в ТикТоке никогда не была, я просто слышала, есть такое. Я была на Инстаграме, это ущербно, сейчас уже там меня нет. Но я никогда не делаю никаких раскладов за деньги, знаете, да. Я слышала, люди говорят, что там говорят: Колена, привет, здравствуйте. Нет меня там, ни на ТикТок, ни на Инстаграм. Это все мошенники, мои дорогие. Тот, кто вам что-то предложит за деньги, солиситинг сделает, это не я. Ой, что это? Ах, мужчина как закрылся, карта гроб. Может, он болеет, может, у него родственник болеет, может, у него кто-то даже вот он потерял кого-то недавно. Кого-то он, может, потерял, или же он страдает, или он что-то боится. Но он боится сам себя, он боится своего будущего. Потому что раз ты инвестируешься вот в страх, он боится своего будущего, он боится, что ему как рабу придется вкалывать без толку. Да, сейчас очень тяжелое время. Да, он может боиться женщин, потому что многие мужчины, им навязанное, есть такое навязанное клише про женщин, а часто женщины сами пугают мужчин. Вот своим вот этим украшенными фотографиями, ну, конечно, пугается. Смотрите, будьте аккуратны с этим. Я возьму 2 карты на подсказки, на советы, и мы перейдем с вами раз-два. Перейдем на Ленорман. Это, мои дорогие, на подсказки. Потом посмотрим, да? Переходим на Ленорман, любимейший. Все любят Ленорман, правда? Все любят Ленорман. Смотрите, вы видели, что тоже карта письмо вышла в Кипр первая? Когда он начнется, наконец-то начнет видеть правду. Это бумаги, это ценные бумаги,
Это переписка с мужчиной, это бумаги на владение, это может быть бумаги на бракосочетание, когда он очнется и начнет видеть правду. Потому что здесь записанная правда, то, что написано пером, то, видите, перо, то не вырубишь топором. Когда он, наконец, очнется и увидеть правду? Вот когда? Когда он, наконец, позвонит, даст о себе знать? Когда он начнет жить реальной жизнью, этот мужчина? Мгм. Вау, та же самая карта, видели, да? Мгм. Его чувства. Дом, хочет стабильности мужчина. Он хочет стабильности. Он хочет дом, а все время находится в этой ленте ТикТок или ТикТок. А хочет дом. Так не бывает. Спустись на землю. Начинай зарабатывать, начинай думать головой, чувствовать сердцем. Понимаете? Его мысли в масках все в масках. Да, то же самое. Видите, как одна колода дополняет другую. В мысли у него все в масках. Он не может следовать здравым мыслям. Туда-сюда, маска влево-вправо. Потому что он не умеет выбирать здравые мысли, он доверяет нездравым. Мысли нельзя контролировать, там будут всякие у всех мысли. Потому что мысли основаны на нашем прошлом. Мы не можем от этого избавиться. Мы должны просто научиться доверять здравым мыслям и просто отвергать нездравые. Он не умеет это делать, он постоянно в маске. Он так долго притворяется, что он вообще не знает, какой он без этой маски. Кто-то им очень долго пользовался, долго манипулировал, и кто-то запутал мужчину до невозможности. Кстати, мужчину легко запутать. Вы меня спросите, почему мужчину легко запутать? Потому что мужчины – это не ментал, это не ум, ну, чисто энергетический инь-янь. Мужчины – это только физика. Их ум очень легко запутать, поэтому некоторые женщины очень манипулятивные насчет мужчин. Он ведомый. Да, он ведомый, он постоянно в маске. Он уже не знает, где он настоящий, а где у него маска. И он не может очнуться от этого. Потому что он не может ее сорвать. Все, она к нему приросла. Вот и все. Как вывести его на праведный путь? Себя нужно вывести на правильный путь. А мы не можем другому человеку указать путь. Это будет не его путь. Но он любит вас. Вот какой противоречивый манипулятор, да? Это карта любви, страсти, свиданий, подарков. Может, подарок готовит вам. Он вас любит, несмотря ни на что. Ну, ребенок, взрослый ребенок, коими часто бывают мужчины. Ну да, в общем-то, это цветы. Может быть, нарцисс-эгоист, конечно. Но часто мужчины дарят подарки женщинам из-за своего эгоизма. Что я держу лицо, я красивый, я подарок подарил. Мы, девочки, этого не понимаем. Мы же тоже ими манипулируемые. Угу. То, что сказала, то и вышло. Карта ребенок, взрослый ребенок. Взрослый ребенок. Еще раз повторяю, менять себя не нужно. Это будет ущербно, это вы просто запутаетесь. Нужно просто перейти паттерн поведения своего, найти другой паттерн поведения. Нельзя себя отменить в себе то, что у вас есть. Он взрослый ребенок. Да? Он взрослый ребенок. Сделать шаг в его сторону, окей, нам советы дадут. Ну, король любви, мои дорогие, король бубен, король денег, король любви, новый король у кого-то на пороге. У кого-то из вас, кто смотрит на бывших, очень часто обижают так, говорят, что да, любит, он 10 лет назад меня бросил. А зачем вы смотрите на такого? Хотя я скажу вам, если смотрите, смотрите, потому что это значит вашей душеньке это угодно до сих пор, да, ну тогда не обижайте таролога, потому что новый, шикарный денежный мужчина, здесь король бубен, денежный мужчина на пороге у многих, кто смотрит на бывших. Да, мужчина может быть взрослым, а поступки детские. Но это не взрослый мужчина ментально, да, да. Новый мужчина на пороге, король денег.
Так что смотрите, те, кто смотрит на бывших и хотят, чтобы он как бы исправил свои ошибки, у вас новый мужчина шикарный на пороге. Беру 2 совета. Переходим, мои дорогие, на советы. Раз, 2. 2 карты на совет, мои дорогие, и начинаем смотреть советы для вас. Вот видите советы, да? Не знаю, ли вам видно 3 колоды. Посмотрим. Мгм. Итак, у нас была первая колода Таро. Кто выбирал Таро? Я сейчас посмотрю советы на Таро. Вам и ему. 2 совета, вот они. Итак, ну что ж, карта влюбленные, старший аркан, и карта шут, оба старших аркана. Вот кто-то из вас влюбленные, а кто-то из вас шут. У всех по-разному проиграется, разное сочетание, потому что общий расклад означает, что каждый понимает его по-своему. Король бубен – это иногда может быть король, связанный с пентаклями, да, то есть стихия земля, тельцы, девы или же козероги. Но это не только по солнечному знаку, у него могут быть планеты в таких знаках. Кто-то из вас шут, а кто-то из вас и влюбленный. Вы или он. У всех по-разному проиграется, но это очень хороший расклад. Потому что советы вам держаться, что главное в отношениях, а главное доверие, то, что вы оба хотите оставаться в отношениях, то, что была первоначально влюбленность, и она остается, то, что ваши отношения должны переходить на новый уровень, то, что, понимаете, вот эта свобода, это не свобода друг от друга. Если вы в отношениях или он, нельзя сказать «я свободен», «я свободен». Свободен человек в своем проявлении. Он свободен говорить то, что хочет. Вот если мужчина говорит, а что ты хочешь услышать? Ну, это же пассивно-агрессивное поведение. Потому что если бы вы хотели все время слышать то, что хотите, вы бы сами с собой разговаривали. Тихо сам собою, как у нас говорят. Это пассивно-агрессивно, когда мужчина молчит, говорит, я не знаю, что ты хочешь услышать. Вот свобода именно в самовыражении. Свобода при близком человеке оставаться собой и знать, что тебя не будут отвергать, тебя не будут гнобить, тебя не будут обижать, тебя не будут критиковать. Свобода быть собой в отношениях. И это настоящие отношения без вот такого чувства зависимости друг от друга. Но когда вы в отношениях, вы не свободны, вы в отношениях. Только тогда нужно искать новые отношения, если вы предыдущие закончили. Но это мы не делаем для других, потому что там стыдно. Ну да, это тоже важно. Мы делаем это для себя, потому что мир не понимает людей, которые обманывают в одних отношениях и не уверен, что хорошие, ищет другие отношения, как бы чего не потерять. Вот это все такое, да. Да, так что, мои дорогие, свобода в отношениях – это когда мы свободны быть собой и знаем, что партнер нас все равно будет любить. Вот. Когда мы сами собой. Но сказать, что я в отношениях, но хочу других, нужно вначале закончить одни отношения, потом искать другие. Мужчина, в принципе, не хочет закончить отношения с вами по этому раскладу. Ну, я бы говорила, что он in denial. Он здесь многие карты показали. Извините, у меня карты слезли. Вот, щех. Так, скользкий стол. Вот те же самые. Скользкий стол просто, да. Вот так, мои дорогие. Так что здесь отношения вполне вероятно у многих проиграться будут продолжаться, потому что мужчина вас заинтересован. Но вот как карты его показали, пожалуйста, переслушайте еще. Я ж не попка-дурак одно и то же повторять по 100 раз, да? Кто не помнит, как там было по Таро, просто переслушайте еще раз. Кстати, вот интересно по эзотерике, каждый раз слышите, что-то новое понимаете. Вот, так что здесь, да, здесь вполне возможно, что вы начнете договариваться по этому раскладу. Это же старшие арканы, так что надежда есть и большая. Хорошо, теперь я перехожу на карты. Какие у нас были следующие? Кипер, да? И может кто-то сомневается. Я уже не знаю, как мне расшаркиваться, не знаю. Но карты просто так упали на стол.
потому что скользкий стол. Вот. И чтобы вы не сомневались, вот все эти карты, которые мы рассматривали, да, я их сразу подняла, так что вы видели. Какой мне смысл что-то по-другому делать? Итак, вот эти две карты совет. Интересный расклад выходит. Это карта Journey, они смотрятся только прямые у Кипер. Это карта путешествия, то есть перемены. Это он на пороге новых каких-то свершений. У мужчины откроется свой путь какой-то. Может быть, в профессии он наконец состоится, может быть, перемены будут в статусе, в рабочем статусе или же наследство, но здесь что-то поменяется. Если у вас мужчина жениться не хочет на вас, нужно узнать, в чем дело. Если вы хотите жениться, то есть у вас вот такое отношение к этим отношениям, а у него другое, конечно, у вас должно совпадать, чтобы дальше все шло. Нужно понять себя, понять его, понять, зачем это вам, понять, почему ему это не нужно. И если вас это не устраивает, то по Таро сказано было, что там денежный бубновый король пентаклевый вышел. Вот, взрослый мужчина. Кстати, вот здесь какой-то новый мужчина. Посмотрите, вот это ваша дорога жизни, потому что поезд – это как дорога жизни. И вот новый зрелый мужчина у вас может быть. Это называется зрелый мужчина, mature man. Это повторяется в принципе, да? Взрослый мужчина может вам встретиться. Или ваш, наконец, из ребенка превратиться в взрослого. Там же была карта ребенка, правда? Да. Интересный расклад, интересные советы. То есть здесь у некоторых нужно дождаться, пока он будет взрослым. Но не просто ждать, нужно заниматься собой, опять же, вкладываться в себя. Не нужно никого просто ждать. Но здесь у многих, что будет мужчина, которому вы сможете доверять. Да? Вы сможете ему доверять. У нас несчастная судьба, потому что мы не верим, что судьба может по-другому быть. Может быть и по-другому, может быть и к лучшему. Все. Все будет лучше, потому что какое-то зрелое решение. Там была карта «зрелый мужчина». Он примет какое-то зрелое решение относительно вас. Так, вот эти карты мы с вами рассматривали, вот эти все, как вы помните, да? Письмо, дом, маски, букет и ребенок. И вот эти карты вышли, и рыбы. Вот это мужчина, денежный мужчина, на пороге новый. А теперь две карты на совет. Вот вы увидели их уже. Луна, ментальный фон, женская судьба, предки, советы предков. Здесь вот мудрость какая-то, карты совы. Или вот здесь, в этой колоде несколько карт птицы. Но это совы, это мудрость. Такая ночная карта. Обе карты ночные. И, конечно, карта Луна – это вот личный путь, да. Личный путь. И если он молчит, если он ушел, если он закрылся, если у него вот такие вот заморочки, которые я говорила, можно перегнать назад, послушать, то я вижу, что с мужчиной состоится какой-то очень глубокий разговор скоро. С мужчиной будет глубокий разговор. Вот совет вам с ним глубоко можно будет поговорить. Но не тогда, когда вот вам кажется правильно. Этот разговор сам по себе возникнет. Луна – это вот натурально. Этот разговор сам по себе возникнет, и он вам обоим будет очень полезен. Здесь будет у вас какой-то с ним очень сердечный разговор. Вот смотрите, если он отключил от вас телефон, именно от вас, сделайте вывод, если он на это способен, или вы его как-то... Не то, что вы виноваты, вы его разозлили, он разозлился на вас, это не значит, что вы должны как-то по-другому себя вести, только если это вам угодно, вы хозяин-барин. Но здесь с ним состоится разговор. Понимаете, с ним будет какой-то очень глубокий, откровенный разговор. И многое прояснится. Потому что птица – это прояснение. Контакт какой-то будет, он пойдет на контакт. Да, вот такие подсказки, мои дорогие. Интересно, да? Интересно было. А мне самой было очень интересно. Всегда интересно, как карты открываются. Всегда интересно открываются, конечно.
Пусть у вас все будет замечательно, хорошо, пусть Вселенная, судьба вас любит, и пусть мужчина любит вас и заботится, и пусть он будет верный, добрый, заботливый. Я вас люблю, обожаю. Кто не знает, я Лена, Канада, Ванкувер. Отсюда, в эта студия, двери моей студии всегда для вас открыты, чтобы вам помогать. И будем видеться, когда вам нужны будут подсказки моих карт, совет от моих карт, а также, когда вы хотите с пользой провести свой досуг в компании друга. Я надеюсь, в моем лице вы нашли друга. Всего хорошего вам, медвежьи обнимашки. Пока-пока, мои дорогие, пока-пока. Ну вот, дорогие друзья, я возьму минуточку сказать огромное спасибо для тех, кто поставил лайк, потому что лайк ничего не стоит. Это самое маленькое, что можно сделать для того, чтобы поддержать мою работу, которую я стараюсь и которая к вам пришла абсолютно безоплатно, потому что такова эта платформа. И также, кто подписан, потому что это подписка на мои видео, на подсказки моих карт, а не на меня, если кто не знает. Это именно подписка на мою работу, и это благородно, потому что раз вы пользуетесь советами, подсказками, то это, конечно, Вселенной заявить, окей, я подписана на то, чем я пользуюсь, что вы не даете Вселенной разные такие послания не совсем четкие. Так что подписывайтесь, не пожалеете, конечно, если еще не подписаны. А также делитесь моими видео с друзьями, потому что совет друзьям нежелательно давать или родным, но дать возможность им получить видео, поразмышлять на тему, это всегда золотого стоит. И еще хочу сказать, что подписка – это означает, что мы друг друга не потеряем, потому что океан YouTube, он безграничный, он становится все больше и больше с каждым днем. Поэтому, чтобы не потерять вам мои видео, когда вы подписаны, вы никогда не потеряете. Вот такие дела. А также я благодарю всех, кто спонсор канала, но это благородно поблагодарить, так что не обижайтесь, пожалуйста. Вы не должны быть спонсором ни в коем случае. Но если вы спонсор, благодарю от сердца. А также, пока я делаю расклады, я иногда вижу, кто-то посылает денежку мне на чашечку кофе, не только мне, но и человеку, который соединил нас, сделал возможным на платформе нашу встречу. Это благородный поступок. Я тогда себя тоже чувствую меценатом, и это прекрасно. Вообще я делаю видео, я уже меценат, я уже делаю возможным, чтобы другие работали на YouTube. А если вы послали чашечку кофе, огромное спасибо, но вы опять не должны. Кофе пить много нельзя. Но если вы сделали это, я благодарю, потому что это же только, правильно благодарить, правда? Так что не обижайтесь, пожалуйста. Люблю вас, обожаю, не обижайтесь, если что-то не так. Я стараюсь от всей души, и никогда не бывает, что говорю от себя. Я всегда беру слова из потока, карта открывается, я ее так вижу, и всегда честно доношу до вас только ту информацию, которая приходит из потока. Если информация не подходит, то что-то подошло, что-то не подошло. Это нормально, это всегда так получается. Удачи вам и будем видеться. Всем добра и любви. Пока-пока, мои дорогие.